Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке вяжем с вами идеальный круг узором галочки в раскол. Я покажу, как вязать идеальный круг без каких-либо расчетов, без маркеров. Закрывать каждый ряд мы будем хвостиком. Это будет подробный видеоурок, то есть подойдет и для начинающих вязальщиц. Итак, в работе будем использовать шнур карамель. Цвет у меня макачино. Заказать такой шнурочек можно на сайте Пряжа Центр со скидкой 10% по моему промокоду. Всю информацию найдете в описании под роликом. Также вязать будем крючком номер 5,5. Итак, приступаем. Итак, для начала мы оставляем хвостик. Я беру где-то сантиметров 30. Вполне будет достаточно. Хвостик у меня с левой стороны. Делаем кольцо и провязываем первую петельку. Провязали. Далее в кольцо вяжем еще 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. То есть можно сосчитать, смотрите, косичка из 1, 2, 3, 4, 5. Из 5 вот таких вот косичек. Итак, стягиваем. Вот наш хвостик. Стягиваем наше кольцо. Стягивать необходимо очень хорошо, так как далее мы будем закрывать наше кольцо именно хвостиком, то есть потом вы отрегулировать не сможете. Итак, последнюю петельку вот эту мы распускаем и закрываем наш последний столбик хвостиком. Берем хвостик сейчас и вот так вот протягиваем наш хвостик и делаем вот такую искусственную косичку. То есть с изнанки заводим крючок в первую петельку, вот под 2 дужки, под косичку, вытягиваем наш хвостик, так, через перемычку идем вот сюда, в центр. Все петельки мы поправили, чтобы они у нас были одинакового размера. Сосчитайте, теперь должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6 вот таких вот косичек. Далее, так как вяжем мы в раскол и по правилу идеального круга, так как у нас в начале было, получается, 6 столбиков без накида, каждый ряд у нас будет увеличиваться на 6 столбиков. Так, начинать вязание будем в том месте, откуда исходит хвостик. Так как вяжем мы в раскол, заводим вот так вот крючок в раскол. Первая наша петелька, она вот такая нестандартная. Здесь одна ножка у нас и перемычка. Так, берем нашу основную нить и провязываем в одну петельку в раскол 2 столбика. То есть сейчас в этом ряду у нас будет 12 столбиков без накида, да, то есть мы в каждую петельку провязываем по 2 столбика. Идем во вторую петельку. Сейчас покажу, как крючок выходит с изнаночной стороны. В первом ряду это все туго происходит. Смотрите, 2 петельки, одна с одной стороны, другая с другой, и перемычка сверху. И провязываем 2 столбика. Если вам тяжело вязать сразу в первом рядочке, можно взять крючок поменьше, чтобы провязать этот первый ряд. Далее то же самое. Смотрите, как на изнанке выходит крючок. И провязываем по 2 столбика без накида.
Продолжаем вязать далее. Во втором ряду провязали пока только 6 столбиков без накида. Вяжем далее. Всего должно быть 12. Так, и провязываем последние столбики. Не забываем, как мы закрываем последнюю петельку. Закрываем мы ее хвостиком, поэтому вот сейчас мы провязываем 12 петельку, да, 2 петли на крючке и закрываем хвостиком. Так, крючок заводим с изнанки, вытягиваем хвостик через перемычку и полупетлю, продеваем его обратно на изнанку. Все, мы провязали 2 рядочка, получается 12 столбиков без накида. Вязали мы в раскол. Итак, вяжем 3-й ряд, заходим в ту петельку, откуда у нас исходит наш хвостик. И всегда в первую петлю мы будем провязывать 1 столбик без накида. Всегда. То есть сейчас по правилу идеального круга 3-й ряд у нас тоже должен увеличиться на 6 столбиков. Итого в 3-м ряду должно быть 18 столбиков без накида. Сейчас будем прибавки чередовать с одинарными петельками. Итак, первая у нас была одинарная петелька. Да, в следующую петельку у нас идет прибавка. То есть мы провязываем 2 столбика без накида. Потом 1 столбик. И в следующую снова 2 столбика. И так вяжем до конца 3-го ряда. Итого должно у нас получиться 18 столбиков без накида. Итак, провязываем последний 18 столбик. Не забываем, что закрываем мы хвостиком. Вот наш хвостик. 2 петли на крючке. Берем хвостик и закрываем наш 3-й ряд. Закрываем как обычно, как я показывала в предыдущих рядах. Вот так вот хвостик вытянули и петельку сделали такой, как и все наши петельки. Вот у нас 3 ряда, получается 18 столбиков без накида узором галочки в раскол. Так, далее начинаем вязать 4-й ряд. Опять же с того места, откуда у нас выходит хвостик. Как всегда, первую петельку мы провязываем одинарной. Провязали 1. Далее делаем прибавку. И расстояние между прибавками теперь у нас будет 2 столбика без накида. То есть этот ряд у нас снова должен увеличиться на 6 столбиков. В 4-м ряду должно получиться 24 столбика без накида. И с каждым рядом расстояние между прибавками будет увеличиваться на 1 петлю. В предыдущем ряду было у нас 1 столбик между прибавками, сейчас 2. То есть 2 столбика мы провязываем одинарными. 1, 2 одинарных столбика и прибавка. Снова 2 одинарных столбика. И прибавка. Так, вяжем до конца ряда. Итак, довязываем 4-й ряд. Смотрите, так как начинали мы с одинарной петельки, да, потом делали прибавку, то до конца ряда нам остается провязать еще 1 одинарную петлю. Здесь у меня была прибавка, вот мы ее и провязываем.
Закрываем, как всегда, хвостиком и закрываем наш ряд. Количество петелек должно быть 24. Следующий 5-й ряд у нас, мы опять же его увеличиваем на 6 столбиков, то есть всего столбиков в ряду 5 у нас будет 30. Как обычно, мы начинаем вязание оттуда, откуда выходит хвостик. Провязываем наш первый столбик. Всегда мы вяжем его одиночным. И всегда второй столбик я вяжу сразу прибавку. То есть, запомните, всегда первый столбик у нас одиночный, второй столбик у меня сразу прибавка. И уже далее только я считаю количество петелек между прибавками. В этом ряду у нас их 3 одинарных. 1, 2, 3. Сейчас мы их провязываем. И в конце ряда не забываем, что раз здесь мы начинали вязание с одного столбика, то, чтобы было одинаковое количество между прибавками, нам еще останется довязать 2 одинарных столбика. Вот эти. Вот и весь принцип. И с каждым рядом мы будем начинать ряд с одинарной петельки. Провязываем там, откуда выходит хвостик. Следующая петелька у нас будет сразу двойная. И далее количество петель между прибавками будет расти. В 5-м ряду у нас сейчас их 3, в 6-м ряду 4 и так далее. То есть сейчас мы провязываем 1, 2, 3 столбика и делаем прибавку. Все, то есть по такому принципу, если вязать, нам не нужны никакие маркеры и никакие схемы. Просто придерживаемся этого принципа, как я вам рассказала. Далее вяжем опять 3 одиночных прибавка и так далее. Сейчас в конце еще покажу, как закрыть ряд и сколько еще провязать. Итак, как я и говорила, так как мы начинали вязание с одной одинарной петельки, далее у нас была прибавка, а количество одинарных столбиков между прибавками в этом 5-м ряду 3, то до конца ряда нам надо довязать еще 2 одинарных столбика. Мы их провязываем. 1, 2. Последний закрываем хвостиком, как обычно. Далее я вязать не буду по кругу. Я принцип вам рассказала. Сейчас еще раз скажу основной принцип. Если следовать этому принципу, то все понятно. Вот у нас исходит хвостик. То есть сюда мы в следующем 6-м ряду провязываем одинарный столбик. В следующую петельку прибавку. Как я и говорю, каждый ряд мы начинаем с одинарного столбика. Далее идет прибавка. И то количество петель, которое должно идти между прибавками. В 6-м ряду будет уже 4 столбика между прибавками. Так, здесь будет одинарная, здесь прибавка, здесь 1, 2, 3, 4 столбика. Далее прибавка. И так как всегда ряд начинаем с одинарной петельки, то когда будем заканчивать ряд, еще останется довязать 1, 2, 3 одинарные петли. А тут, соответственно, будет прибавка. Следуя такому принципу, то есть далее 6-й ряд у нас 4 столбика одинарных между прибавками, 7-й ряд 5 и так далее. И вы свяжете круг необходимой вам величины. У меня это будет далее заготовка для корзины, поэтому мне вполне достаточно 5 рядов. И так далее прокладываем окантовку нашего круга, чтобы уплотнить наш круг для дальнейшего вязания корзины. Смотрите, вот наш основной шнур. Идем в эту петельку, вот хвостик. И просто под 2 косички соединительной петлей мы идем по всему периметру круга. Вот так вот, делая обвязку. Вяжем до конца ряда. Я покажу, как закрыть эту обвязку. Итак, смотрите, практически обвязали.
Вот у нас предпоследняя петелька, и здесь мы берем не наш основной шнур, а наш хвостик. Провязываем, вытягиваем наш хвостик и опять же делаем красивую последнюю петельку. Вот так вот протянули. Заходим в серединку и хвостик наш выводим на изнанку. Петельки делаем все одинаковыми. Вот наш идеальный круг вместе с обвязкой. Готовая заготовка для корзины. Круг получился идеально ровным, без каких-либо маркеров и расчетов. Так что, если вам был полезен мой видеоурок по вязанию такого вот идеального круга узором галочки в раскол, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!